В суете современной жизни мы часто попадаем в ловушку жалоб. Мы жалуемся на погоду, пробки, работу, отношения. Жалобы становятся привычкой, фоновым шумом в нашей голове. Но задумываемся ли мы когда-нибудь о том, откуда берется эта привычка? Жалобы часто произрастают из нашего эго, которое сопротивляется настоящему моменту. Эго цепляется за идеализированное представление о том, как все должно быть. И когда реальность не соответствует этим ожиданиям, возникает неудовлетворенность. Мы начинаем жаловаться, чтобы привлечь внимание к своим страданиям, ища сочувствия или подтверждения своей правоты. Жалобы становятся способом избежать ответственности за свой опыт, перекладывая вину на внешние обстоятельства или других людей. Важно осознать, что жалобы не решают проблемы, а лишь усиливают негативные эмоции и удерживают нас в состоянии страдания. Наш ум – мощный инструмент, но он также может стать нашим тюремщиком. Когда мы позволяем привычке жаловаться управлять нашими мыслями, мы попадаем в ловушку негативного мышления. Ум, зацикленный на жалобах, не может видеть красоту и полноту настоящего момента. Жалобы уносят нас в прошлое, заставляя снова и снова переживать негативные события, или в будущее, наполняя его тревогой и страхом. Мы теряем связь с настоящим моментом, единственным местом, где по-настоящему происходит жизнь. Каждый раз, когда мы ловим себя на жалобе, важно остановиться и осознать, что мы делаем. Мы тратим драгоценную энергию на негативные мысли, вместо того, чтобы направлять ее на создание того, чего мы действительно хотим. Освобождение от привычки жаловаться – это первый шаг к тому, чтобы вырваться из ловушки ума и открыть для себя мир безграничных возможностей в настоящем моменте. Осознанность – это ключ к преображению нашей жизни. Она позволяет нам наблюдать за своими мыслями и эмоциями без осуждения, просто как за облаками, плывущими по небу. Когда мы осознаем свою привычку жаловаться, мы делаем первый шаг к ее преодолению. Начните с простого упражнения. В течение дня обращайте внимание на свои мысли и слова. Каждый раз, когда вы ловите себя на жалобе, просто отмечайте это про себя. Не ругайте себя, просто признайте факт жалобы. Постепенно вы начнете замечать, как часто вы жалуетесь и на что именно. Это позволит вам увидеть автоматические паттерны вашего мышления и начать осознанно выбирать, как реагировать на ситуации. Осознанность – это не одноразовый акт, а непрерывная практика. Чем больше мы практикуем наблюдение за своими мыслями, тем легче нам становится выбирать, на чем фокусировать свое внимание и как реагировать на жизненные вызовы. Благодарность – это мощный инструмент для смещения нашего фокуса с негатива на позитив. Когда мы концентрируемся на том, за что мы благодарны, наш ум естественным образом успокаивается, а наше сердце наполняется радостью и покоем. Начните с малого. Каждый вечер перед сном записывайте 3 вещи, за которые вы благодарны в своей жизни. Это может быть что-то простое, например, чашка ароматного кофе, улыбка любимого человека или красивый закат. Постепенно расширяйте свой круг благодарности. Будьте благодарны за свой дом, свое здоровье, своих друзей и семью, за возможности, которые преподносит вам жизнь. Чем больше вы практикуете благодарность, тем больше вы начинаете замечать хорошее вокруг себя. Ваш фокус смещается с того, чего вам не хватает, на то, что у вас уже есть. Одна из главных причин жалоб – это несоответствие между нашими ожиданиями и реальностью. Мы строим в голове идеальные сценарии, а потом разочаровываемся, когда жизнь идет своим чередом. Принятие – это не пассивная покорность, а активный выбор принять реальность такой, какая она есть, не пытаясь подогнать ее под свои ожидания. Когда мы принимаем то, что есть, мы перестаем сопротивляться настоящему моменту и открываемся миру возможностей. Мы перестаем тратить энергию на борьбу с тем, что не можем изменить, и направляем ее на то, что действительно важно. Практикуйте принятие в повседневной жизни. Вместо того, чтобы раздражаться из-за пробки, используйте это время, чтобы послушать любимую музыку или поразмышлять. Часто мы склонны винить во всех своих бедах внешние обстоятельства или других людей. Мы жалуемся на погоду, правительство, начальника, соседей. Но правда в том, что у нас всегда есть выбор, как реагировать на ту или иную ситуацию. Взять на себя ответственность за свой опыт значит признать, что мы сами создаем свою реальность своими мыслями, словами и поступками.
Вместо того, чтобы жаловаться на пробки, мы можем выезжать из дома пораньше или выбирать альтернативный маршрут. Вместо того, чтобы злиться на начальника, мы можем попробовать спокойно обсудить с ним свои проблемы. Когда мы берем на себя ответственность за свой опыт, мы перестаем быть жертвами обстоятельств и становимся творцами собственной жизни. Слова обладают огромной силой. Они могут ранить, а могут и исцелять. Они могут создавать конфликты, а могут и строить мосты. Осознав силу своих слов, мы можем использовать их, чтобы создавать позитивные изменения в своей жизни. Обратите внимание, как часто вы используете негативные слова в своей речи. Замените жалобы словами благодарности, критику, поддержкой, осуждения, состраданием. Помните, ваши слова – это семена, которые вы сеете в своем сознании. Позитивные слова порождают позитивные мысли и эмоции, которые, в свою очередь, формируют позитивный жизненный опыт. Начните с малого. Каждый день говорите хотя бы несколько добрых слов себе и окружающим вас людям. Вы будете поражены, как быстро эти небольшие изменения преобразят вашу жизнь. Когда мы меняемся сами, меняется и мир вокруг нас. Освобождаясь от привычки жаловаться, мы не только улучшаем собственную жизнь, но и преображаем свои отношения с окружающими. Люди, которые постоянно жалуются, часто отталкивают от себя других. Никто не хочет находиться рядом с тем, кто вечно всем недоволен. С другой стороны, люди, которые излучают позитив и благодарность, притягивают к себе других. Они создают вокруг себя атмосферу радости, тепла и принятия. Практикуйте осознанность в отношениях. Вместо того, чтобы критиковать и осуждать, старайтесь понять точку зрения другого человека. Вместо того, чтобы жаловаться на проблемы, ищите вместе решения. Освобождение от привычки жаловаться – это не конечная цель, а непрерывный процесс самосовершенствования. Это путь к жизни в настоящем, к жизни, наполненной радостью, благодарностью и любовью. Когда мы перестаем цепляться за прошлое или беспокоиться о будущем, мы открываем для себя красоту и полноту настоящего момента. Мы начинаем ценить простые радости жизни, пение птиц, тепло солнечных лучей, улыбку близкого человека. Практикуйте осознанность каждый день. Наблюдайте за своими мыслями, словами и поступками. Будьте благодарны за то, что у вас есть. Принимайте реальность такой, какая она есть. И помните, каждый момент – это новая возможность начать все сначала. Жизнь – это драгоценный дар. Не тратьте ее на жалобы. Выбирайте радость, выбирайте любовь, выбирайте жить в настоящем.